Всем привет, с вами Дэн, и у нас тут такая суперская лимитка от Спиннакера в честь Губка Боб квадратные штаны. Ну, я думаю, что все знают, что это за такой вот мультсериал культовый, я бы сказал. Короче, Спанч Боб, и знаете что, у Спиннакера будет несколько лимиток, об этом чуть позже. Давайте сейчас часы откроем. Раз, так. Здесь материал, да, гарантийная карточка. Здесь что лимитка именно вот этой модели, прям отдельной такой тоже карточкой. Ну и даже вот такая стилизованная здесь тоже в едином стиле инструкция. Так, и вот они, красавчики, еще такая коробочка прям яркая. Прям все под вселенную Спанч Боб, да, или Губка Боб. Так, ну и я бы сказал на самом деле, что это вот первое трио у них вышло, да, и это, наверное, самая такая сдержанная модель. Я бы даже сказал, что она, в принципе, универсальная. А вообще в 2025 году будет целая серия моделей, посвященных Спанч Бобу. Уже анонсирована модель Hall Diver, Спанч Боб квадратные штаны лимитка. И в коллекции 4 варианта будет в честь основных героев мультфильма. И, кстати говоря, у часов будут необычные фишки, например, графика на циферблате с люминофором. Вот. И уже на сайте Best Watch открыт предзаказ на эти модели. Я обязательно ссылку оставлю в описании, если вдруг кто хочет, потому что, ну, лимитки, я думаю, что вот такие, как Спанч Боб, разберут просто в момент. Вот, так, ну, а мы с вами уже перейдем сейчас к обзору этой модели. Я сейчас тут все подраспакую и продолжим. Вот словил себя на мысли, что всегда прикольно, когда модельки такие лимитированные в честь вот чего-то типа там музыкантов, в честь фильмов, в честь мультфильмов делают именно официальные. Тогда можно делать даже вот такие вещи, как официальный шрифт, да, то есть в стилистике мультфильма, и много-много интересного всего давать вместе с этим продуктом. Мне кажется, это вот именно правильный такой и честный подход. Значит, у нас тут лимитка SpongeBob Timekeeper Cahill. Cahill — это сама серия, да, часов, ну, по сути дела, корпус основной характеристики, а Timekeeper — это как раз-таки в честь Спанч Боба, потому что циферблат — это визуализация будильника из мультфильма. Я картинку специально поставлю, это практически один в один. И, кстати, еще из таких прикольных моментов здесь на роторе, да, под задней крышкой можно посмотреть основных как раз-таки 4 героев из этого мультика, да. Ну и здесь лимитка, номер ее индивидуальный, и, в общем, все по красоте сделано. И даже шрифт на задней крышке тоже вот он такой вот, как мультяшный, да, это прям круто. То есть они маленькими детальками заморочились, но при этом сделали часы, которые может носить взрослый, может носить подросток, потому что, ну, вот так, если посмотреть, это, да, это будильник из мультфильма, но глобально это часы с необычным дизайном. Вообще, конечно, здесь огромное внимание вот к деталям, да, и посмотрите, вот даже вот эти метки, как они нанесены, они как будто вот каждую вот наносили, когда специально делали их даже вот именно мультяшными. И стрелки, и метки, и даже дата. Посмотрите, дата здесь тоже кастомная. То есть ребята замороченные, и они вот маленькие небольшие нюансики тоже сделали именно кастомизированные. Это здорово. Именно такой подход и должен быть вот к таким изделиям, к таким часам, чтобы все соответствовало, маленькие фишки, маленькие нюансы. Вот шрифт, да, вот там логотип, вот все сделали, вот даже дата такая же, с зеленой подложкой. То есть это уважение вот и к покупателю, и к самому себе, и в конце концов к мультфильму. Мне кажется, вот именно так и должны делать лимиточки. Вот так должны делать. Это круто. Вот ребята прям постарались, по красоте сделали. При этом, знаете, что вот самое интересное? Это вполне себе часы на каждый день. То есть, да, это, понятно, летняя модель, но здесь нет ничего такого, чтобы это прям показывало, что, ну, это вот там, не знаю, Спанч Боб большой на картинкой на циферблате. Нет. Здесь, да, для фанатов мультиков, но при этом есть вот такая вот а, позиционирование часов, как вполне себе обычные летние яркие сочные часы. И да, сочетание цветов классное, потому что у нас тут и белый акцент есть, оранжевый ремешок, который классно сочетается с этим зеленым. Причем зеленый, он такой сдержанный, он опять же не супер какой-то вычурный, не глянцевый. Он классный, классный оттенок. И с оранжевым, конечно, будет красиво.
Я думаю, здесь вполне можно подобрать и сторонние ремешки. Почему нет? Может быть, какой-то кастомизировать там со Спанч Бобом, если вы, вот, например, захотите. В базе такой ремень классный как раз на лето. Здесь много дырочек под вода. Если на море, да, то все это будет быстро выходить. Он пухлый и он очень-очень удобный. Здесь, к сожалению, нет системы быстрой замены, но, в принципе, каучук это быстро снимается, так что, если что, поставите что-то стороннее. Здорово, это классно. Давайте, кстати, по размером еще пройдемся. Значит, у нас 43, так, 43,5 по диаметру. Высота с учетом выпуклого сапфирового стекла 15,5. По ремешку 22, так что как раз стороннее все подойдет. Ну и от ушка до ушка у нас получается 49 с небольшим. Мое запястье 18,5, и вот так у нас эта модель располагается на запястье. Такие яркие, сочные летние часы. Класс, слушайте, ну прикольно. На лето будет вот прям самый-самый отжиг с ними. По корпусу. Здесь классический корпус от линейки Cahill с отличной отделкой, с сатинированием по боковой части. Есть такие маленькие нюансы по зеркальной полировке у нас по боковой части корпуса. И небольшой, опять же, такой вот деталька, тоже чуть-чуть с зеркальной полировки, но на верхней части безеля. Чтобы когда солнышко наконец выйдет, да, а эти часы, естественно, предназначены для лета, для солнца, то будет ярко, красиво, немножко поблескивать, но без перебора. Безель здесь прям вплотную, да, к корпусу. Взяться, конечно, он не самый удобный, чтобы ему так вот оперировать, да, тяжеловато. Но, с другой стороны, с учетом того, что это, конечно же, такой деск-дайвер, дайвер для бассейна, для фана, для лета, просто вот носить на море их, зато нигде цепляться не будет, потому что очень гладкий здесь безель. Классно, кстати, сделано. Вот по граням здесь ничего не режет, ничего не цепляет. И безель в особенности. Так что можно даже с длинным рукавом, если понадобится, их носить. Прикольно. Прикольно, молодцы, мне нравится. Давайте глянем по весу, что у нас на этом каучуковом ремне получается. 120 грамм. Не так уж и много. И как раз таки летом без напрягов можно эту модель носить. Что касается цены, кстати говоря, то на момент записи ролика на сайте BestWatch они стоят 49 900 рублей. Я ссылку оставлю в описании к ролику, так что посмотрите, вдруг что-то изменится. По характеристикам здесь все такое прям мощное, как раз для дайвера подходящее. 200 метров водозащита, сейка NH35, рабочая лошадка у нас механизм, сапфировое стекло с внутренним антибликом и супер люминово у нас здесь на циферблате. Да, объемные у нас тут меточки. Лимитка. Дата. Хорошо, здесь вставка такая металлическая, стальная на безеле. Нравится такая версия мне. По сатинированию, по отделке здесь все очень даже приятно. Ну и под задней крышки тоже здесь, в общем, такое у нас веселье. Ну и что по итогам? Я думаю, что это такая лимитка, которая даже не только для фанатов мультфильма, но и в целом для фанатов необычных, интересных, прикольных часов. А плюс к тому же еще другие лимитки входят, так что для настоящего фана Спанч Боба можно прям затариться всеми возможными и доступными вариантами. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.